Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні у нас 1 січня, перший день 25-го року. Ми в прямій трансляції, тому в 25-му році теж нічого не помінялось. Попрошу вас бути такими ж активними, ставити лайки, підписуватись, коментувати. І, звісно ж, тут буде активна ссылка на YouTube-канал нашого гостя. Я вітаю Ігор Яковенко, позиційний журналіст. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Игорь Александрович, начну с того, что как бы там пример Фицо, да, Словаччина не говорил, что там Путин хочет каких-то перемирия, да, рождественского или новогоднего. Что мы имеем на 1 января? То, что опять-таки Россия обстреляла Украину на праздник, да, и есть жертвы в столице Украины, 2 человека он убил. Здесь, к сожалению, ничего нового. Да, опять-таки обстрелы. Но я хотел бы начать с другого, то, что сейчас очень активно проговариваете о том, что вот украинский журналист Дмитрий Гордон утверждал, что якобы 30 декабря должна была состояться встреча новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Путина. И они якобы должны были о чем-то договориться. Но в последний момент Путин отказал, и вот теперь, говорит Гордон, будет эскалация. Я не знаю, насколько можно верить. Гордон говорит, что у него есть источники в Вашингтоне. Но как вы считаете, есть ли какие-то контакты? Потому что тоже, если вспоминать хронологию, 25 декабря какой-то Ил летал с Санкт-Петербурга в Вашингтон. Захарова сказала, что это просто обмен дипломатов. Но все же как-то очень много событий под конец года. Вы знаете, что касается рождественских сказок, предновогодних сказок, то это известный такой заслуженный жанр, поэтому то, что журналист Дмитрий Гордон следует этому жанру и рассказывает предновогодние сказки, хорошо, это же невозможно запретить, правда? Конечно, никакой Путин никуда не летал. И, конечно, ни о чем не договаривался никто. Совершенно очевидно, что представить себе Путина, который летает в Вашингтон или там куда еще. Это опять-таки, это жанр рождественских сказок. Что же касается того... И люди ждут, на самом деле. Многие же поверили, многие ждут, потому что ждут чуда, особенно перед Новый год, перед Рождество. Это естественно. И действительно, многие считают, что с приходом Трампа вероятность того, что он сможет завершить войну, это тоже понятно. Люди ждут чуда. Это нормальное свойство человека. Вообще надеются на внезапное какое-то избавление. Это нормально. Просто не стоит на этом спекулировать не надо. Вот что плохо. А все остальное, действительно, там Песков тоже рассказывал, что этот борт, который летал, это было связано с тем, что увозили дипломатов. Это тот случай, когда вполне возможно, действительно, и Песков, и Захарова не врут. Так бывает иногда. Даже отъявленные лжецы, в общем, иногда говорят правду. Что же касается суеты по поводу того, многих разговоров по поводу того, что война закончится в 2024 году, такие разговоры были. Это опять-таки, это люди надеются на чудо. Это свойство человеческой природы. Вот если, я так понимаю, здесь тоже есть отчасти спекуляция, может быть, да? Но сейчас объясню, Игорь Александрович, потому что Sky News пишет, и ссылаясь на разные там экспертов, говорит, что в 2025 году, возможно, к 9 мая Россия все-таки хочет как-то приостановить, может быть, да, окончить, по-разному можно это называть, войну в Украине. Я бы тоже, так как вы говорите, не очень бы верил в эти предсказывания, но есть свежий пример, это Сирия, где за 11 дней упал режим Асада, и что официально Кремль говорит и Путин, да, что цели мы достигли. Его военная техника, ее военные убегают с 2 баз, там сирийские повстанцы смеются им вслед, а Путин официально говорит, что
цель достигнута, потому что к власти не пришли террористы. Но опять-таки можно вспоминать 2013 год Януковича, да, тоже он сбежал, и тут Путин говорит, что переворот и здесь хунта, а там вот все нормально, не террористы. Я к чему веду, что Путин как захочет, так и будет объяснять то или иное событие. И вот можно ли как-то понимать, что в следующие полгода может случиться что-то такое, даже не на руку России, но Путин скажет, что мы достигли цели? Ну, здесь все-таки есть огромная разница. То, что ситуация, что там в Сирии произошло, кто там куда сбежал. Да, то, что падение режима Асада – это серьезное поражение Путина, это очевидно. Но для россиян и вообще последствия все-таки этого падения режима Асада для Путина, они неприятные, но это не катастрофа. А вот, так сказать, прекращение войны, понимаете, это на самом деле серьезная история. Потому что даже речь не о том, что там что-то Путин будет кому-то объяснять. Ну, начнем с того, что объяснить то, что произошло в Сирии, да, господи, да плевать на эту Сирию подавляющему абсолютному большинству россиян. А что касается вот этой войны в Украине, то это серьезная штука. Ты здесь так просто не, извините за выражение, не отбрешешься. И всем понятно, что никаких целей здесь достигнуто не было. Но дело даже не только в этом, а дело в том, что прекращение войны для Путина – это катастрофа, потому что куда он будет девать вообще всю эту вот ядовитую пену, вот эту ядовитую пасту, которую он выдавил, куда он будет девать абсолютно милитаристский бюджет, то есть он что, по-прежнему будет тратить все средства российской экономики на войну при отсутствии войны? Куда он будет девать всех этих людоедов, которые, так сказать, у него сейчас находятся в составе оккупационной армии, которые привыкли убивать? Он по-прежнему будет их держать в армии, и они не будут участвовать в войне. Что он будет делать с содержимым телевизора и с отравленными мозгами, когда значительная часть людей в России действительно считает, что эта война велась до сих пор недостаточно кроваво, и что надо было давным-давно уже уничтожить Киев, уничтожить Вашингтон, Берлин, Париж и так далее. Вот с этим тоже так быстро не расстанешься. И этих людей всех, если прекратить войну, этим людям не удастся объяснить, что на самом деле все хорошо и мы достигли всех результатов. То есть, на самом деле, Путин 24 февраля 2022 года он превратил Россию в государство, которое не может не воевать. То есть принцип действия очень простой. Есть война, есть Россия. Нет войны, нет России. То есть на самом деле здесь люди, которые говорят, что Путин так легко может прекратить войну, они не до конца понимают всего того, что произошло сейчас с Россией. Поэтому я думаю, что все-таки, скорее всего, они ошибаются. И Путин эту войну не прекратит. По крайней мере, до тех пор, пока ему будет чем воевать и кем воевать. Игорь Александрович, а что-то, скажите, пожалуйста, в вашем понимании поменялось с того времени, как были заявления Дональда Трампа о 24 часах остановления войны, фактически где-то с 5 числа, когда стало известно, что он станет президентом. И вот буквально с сегодняшнего дня 19 дней осталось до инаугурации. Как вы считаете, по вашему мнению, больше чего-то понял Трамп? Вам больше стало понятно, как он относится к войне России в Украине и имеет он то или иное влияние? Ну, на Украину это понятно, как мы с вами говорили, как он может влиять, это просто. Да? Есть вооружение, мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки это номер один, и без США очень будет сложно. А вот по отношению к России? Ну, маленькая реплика насчет влияния на Украину. Да, безусловно, влиять на Украину ему гораздо проще, чем на Россию, потому что Украина, безусловно, зависит от Соединенных Штатов Америки. Но есть тоже границы этого влияния.
очевидно, что можно каким-то образом воздействовать на Украину, чтобы Украина шла на какие-то компромиссы. Но границы этих компромиссов тоже очевидны. Я не думаю, что возможно любой силой давления на Украину с тем, чтобы Украина, например, отдала Путину на съедение Херсон и Запорожье. То есть вот просто взять с живыми людьми, отдать, так сказать, территорию. Нет, этого не будет. Поэтому здесь граница влияния Трампа тоже очевидна. Ну а что касается моего понимания того, что произошло с Трампом, я думаю, что Трамп, судя по всему, гораздо больше понял трудность своей миссии. И я даже не исключаю, что он уже понял неисполнимость этой миссии. Ну, это я делаю рискованное заявление, потому что, так сказать, проникать в головы таких политиков, как Трамп, политиков непредсказуемых, это довольно рискованное занятие. Но то, что он понял огромную трудность этой миссии, это очевидно. Он, собственно говоря, и сам об этом говорит. То есть никаких, конечно, мира за 24 часа нет и не будет. И, конечно, он прекрасно понимает, что это очень, очень тяжелая работа, которую он на себя, очень трудная задача, которую он на себя взвалил. Поэтому я даже не исключаю, что он, конечно, попробует. Он, конечно, попробует. Это невозможно не делать, потому что он обещал, и все это знают. Но вполне возможно, что попробовав и убедившись в том, что эта миссия неисполнима, он скажет, что да, ну вот не получилось, они хотят продолжать убивать друг друга. Что он будет делать после этого, это зависит от многих обстоятельств, в том числе от того, на кого он возложит срыв переговоров. Вот это очень важно. И, конечно, здесь задача украинской дипломатии заключается в том, чтобы срыв этих переговоров ответственность за него была возложена на Путина, а не на Украину. Но это, опять-таки, искусство дипломатии. Игорь Александрович, а вот немало также западных экспертов, да и изданий пишут следующее, что в первые полгода со дня инаугурации, Трамп будет иметь уже, да, и тайные доступы к всему, и все будет гораздо лучше видеть, чем сейчас. Я думаю, что и сейчас он много имеет информации, но не целиком. И вот тогда пройдет полгода, он поймет, что Путин не хочет останавливаться, что даже там drill, baby drill, да, будет много сверлить и продавать нефти, и нефть опустится там к 50 или к 40 долларам. Это повлияет, но на россиян повлияет, но не на Путина, на его войну. Потому что, я уже вспоминал, это как тот анекдот, знаете, папа, там водка подорожала, ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше кушать. Вот так само, мне кажется, 1 к 1 это будет в России. Но к чему я веду, что пройдет полгода, говорят эксперты, и Трамп поймет, что, как вы и говорите, да, что не так все просто, и тогда он будет дальше давать оружие Украине. И вот здесь подключается второй замысел Трампа, извините, вот 5% ВВП стран НАТО и Европы на оборонку. И это будет, так сказать, транзит помощи. Пока Европа наращивает, США как-то не будут бросать Украину. Почему я так говорю? Не потому, что я так хочу, а потому что вот сверхдержава США, она хочет в нее остаться, но и Трамп это тот человек, который всегда хочет быть на первой роли и нигде не проигрывать. Я согласен с этой логикой. Я думаю, что все-таки, скорее всего, Соединенные Штаты Америки ни при каких обстоятельствах не прекратят помощь Украине. Там, что бы сейчас Трамп не говорил, что бы сейчас не говорили представители его команды, вот представить себе, что вот идет война, и Соединенные Штаты Америки выходят из программы помощи Украины. Это очень маловероятно. Уменьшение помощи теоретически возможно. Прекращение ее, мне это трудно себе представить. Но в любом случае Европа сейчас готовится и к такому варианту, и Европа готовится взять на свои плечи основную часть помощи Украины, прежде всего финансовую. Ну, а что касается оружия, да, у Европы, конечно, неизмеримо меньше оружия, чем у Соединенных Штатов Америки, но есть надежда, что если будут деньги,
в большом количестве, то купить оружие у тех же Соединенных Штатов Америки есть возможность. Ну, тем более, что все-таки Трамп – это же делец, и как же упускать возможность, так сказать, получить деньги за оружие и дать возможность заработать американскому военно-промышленному комплексу. Так что я надеюсь, что приход Трампа – это, конечно, резкое увеличение нестабильности, хаоса, но я не думаю, что это будет какая-то катастрофа для Украины. Если говорить о противостоянии России и НАТО, вот мы раньше когда-то с вами говорили, Игорь Александрович, что ресурсов в России нет вот воевать против Альянса, но вот гибридные какие-то вещи делать, и они реально влияют на старый континент и членов Альянса, они могут. Вот последнее, что случилось серьезное, это Балтийское море, и когда якорь там несколько километров протянул и порвал кабель, который соединял скандинавами и давал фактически интернет. А мы знаем, что более 90% по всему миру именно интернет идет по кабелю. К чему я веду? Вот выборы в Румынии, когда Россия влияла через ТикТок на пророссийского кандидата, вот эти гибридные вещи, они могут продолжаться, и они реально могут расшатывать, правда же, Евросоюз, учитывая, что там есть такие, как Орбан и Фицо. Да, безусловно, гибридная и в целом вообще гибридная война против Европы – это одна из фундаментальных частей путинской политики. И я думаю, что в 2025 году это будет нарастать. Для меня совершенно очевидно, что вот угроза прямого вторжения, многие говорят о том, что там, в 2025 году Путин напрямую нападет на Европу. Но вот прямое вторжение, там, представить себе, что танковые колонны идут на Польшу или там, на страны Балтии, это нет, этого не будет. Потому что в значительной степени, потому что вот этот вариант развития событий блокирует Украина, вооруженные силы Украины, то есть Украина грудью защищает сегодня Европу. А вот что касается гибридной войны, о которой вы говорите, то здесь такая возможность, безусловно, есть. Потому что, ну, во-первых, это уже происходит, а во-вторых, безусловно, Путин понимает, что ему надо ослаблять Европу. И именно таким образом он будет это делать. Другой вопрос, что Европа тоже постепенно готовится к такому варианту развития событий. И я не думаю, что Евросоюз будет молча наблюдать за тем, как подрывают его основы, уничтожают средства связи, осуществляют какие-то диверсии. Так что в 2025 году мы увидим безусловное обострение гибридной войны. Игорь Александрович, а как вы считаете, с начала полномасштабного вторжения, вот мы прекрасно помним, когда в первые дни вся Европа закрыла глаза, чтобы не видеть крови, и они думали как? Мы подождем, пока танки заедут в Киев, скинут власть, да, будет диктатура от Путина, ну и тогда будем уже работать с теми, кто есть. Так не случилось, Украина выстояла. Дальше начали поддерживать европейские страны Украину по-разному. Но в общем мы говорили всегда, что этого мало, нужно какие-то решительные шаги. Как вы считаете, вот за эти почти 3 года войны полномасштабной, Великой войны, как-то Европа поменялась, как-то она отряхнулась, как-то она поняла, что нужно решительные действия? Или она та же самая старая Европа, демократическая, которая вот постоянно 2 шага позади? Знаете, все-таки говорить о Европе, не делая различий между различными странами, различными политиками, довольно сложно. Вы совершенно справедливо сказали, что есть вот такие 2 троянских коня в Европе, как Орбан и Фицо. То есть вот на сегодняшний момент Венгрия и Словакия, ну, по крайней мере, в лице их лидеров, это, безусловно, являются враги Украины. И это сформировалось, во всяком случае, к концу 2024 года, сформировалось то, что их уже 2. И это существенно. Второе – это
то, что в Европе есть настроения, которые никак иначе, кроме как пророссийские, назвать невозможно. Та же самая альтернатива для Германии. Все-таки на сегодняшний момент это вторая политическая сила в Федеративной Республике Германии. Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Если в целом говорить о настроениях политической элиты, то все-таки мейнстримные настроения – это, конечно, помощь Украине. И сказать о том, что произошел кардинальный перелом в сторону уменьшения помощи Украине, нельзя. Более того, сегодня действительно подавляющее большинство европейских стран-членов НАТО готовы значительно большие суммы выделять на оборону. И тут происходит даже некоторые соревнования между тем, чтобы выделять деньги на увеличивать поступления в НАТО, либо создавать альтернативные чисто европейские силы обороны. Так что вот то, что общее, главное, тем более, что речь идет о главных странах Европы, таких как Великобритания, Франция и Германия. Они, безусловно, нацелены на поддержку Украины. Ну, особенно если иметь в виду, что в ближайшее время, в феврале, произойдет, скорее всего, смена политического руководства Федеративной Республики Германии, и есть серьезные шансы, что к власти придут люди, которые гораздо более радикально относятся к помощи Украины. В частности, готовность возможного канцлера ФРГ Мерца выделить Таурус, это, я думаю, что будет серьезное событие. Вот, то есть, на самом деле, я думаю, что Европа в большей степени сейчас склоняется к помощи Украине, чем это было в 2024 году. Очень на это надеюсь, Игорь Александрович. Хотел бы также спросить вас о том, что случилось, конечно же, с Embraer 190, который упал на территорию Казахстана, которые сбили российские ПВО. За день дважды Путин созванивался с президентом Азербайджана Алиева. И, я так понимаю, в жизни Путина было мало моментов, когда он чувствовал себя как-то не в своей тарелке. И мне так кажется. И вот к чему я веду, что после первого разговора Алиев вышел. Там Путин так как-то извинился, но он не признал вину того, что его ПВО сбило гражданский самолет. Он сказал, что всему виной это, конечно же, беспилотники Украины. Тут другой вопрос, почему гражданская авиация летает, если твоя страна воюет. Но это уже другой вопрос. К чему я вот веду? Алиев после первого звонка вышел и сказал следующее, что нужно было сразу признать свою вину, сказать, что вот те и те российские ПВО сбили летак, а нас 3 дня кормили каким-то чепухой, или как-то так он сказал. Насколько вот в этом регионе Азербайджан, да, мы знаем, что он имеет поддержку Турции, сильной страны, насколько он может между этими странами, Россией и Азербайджаном, испортиться отношения и, конечно, может как-то повлиять на войну России в Украине? То, что эти отношения испорчены, это уже более-менее очевидно. И Азербайджан уже в одностороннем порядке предпринял, так сказать, некоторые недружественные шаги для России. Вернее так, это уменьшение безвизового срока пребывания российских граждан со 180 до 90 суток. Якобы это был ответ на аналогичную меру со стороны России. Но эта мера со стороны России была в августе. А здесь вот внезапно, сразу после трагедии с самолетом, тут же была предпринята такая ответная мера. Не увидеть здесь связи невозможно. Путин действительно... Я вообще не помню, чтобы Путин когда-либо перед кем-нибудь извинялся. А здесь пришлось. Но Алиев не принял его извинения. Сказал, что вообще, это действительно издевательски. Обвинить в том, что произошло просто небо. Это событие, произошедшее, инцидент, как по словам Путина, произошел. Он извинился за то, что это произошло в российском небе. То есть, причем здесь небо? Есть конкретные виновники, и извинение должно так сказать, сочетаться с признанием вины, чего не было. И ровно об этом сказал Алиев. Кроме всего прочего, Алиев потребовал
значит, наказания виновных, то есть потребовал выдать ему, так сказать, в том числе и людей из окружения чеченского диктатора, что, скорее всего, невозможно. Поэтому Путин действительно находится в очень тяжелом положении по отношению к Алиеву. Его давно никто так не унижал. Но Путину приходится терпеть, потому что действительно ничего он сделать с Алиевым не может. За спиной Алиева стоит Эрдоган. И тут как бы Путин совершенно бессилен. Так что это тяжелое поражение Путина на постсоветском пространстве. В целом, я думаю, что у Путина проблемы в целом с Кавказом, потому что Армения явно, недавняя такая перепалка между Пашиняном и Лукашенко, она лишний раз свидетельствует о том, что на Кавказе у Путина серьезные проблемы. И это трагедия азербайджанского самолета, которая случилась исключительно по вине российских, так сказать, представителей российской власти и российских спецслужб, российского диспетчера, российских ПВО и так далее. Это все, безусловно, прямая вина. И Путину пришлось за это извиняться. И придется дальше. Я очень сомневаюсь, конечно, что он до конца выполнит требования Алиева. Тем хуже для него. Так что насколько это скажется на войне в Украине, я думаю, что прямой связи причинно-следственной здесь нет, прямого воздействия нет, но это в целом любое ослабление Путинской империи – это на благо Украине. Не прямо, но косвенно, через какое-то время. Так что это можно считать, несмотря на то, что нельзя, конечно, гибель людей считать хорошим событием, но это событие, которое сильно подрывает российское влияние на Кавказе. О Кавказе еще вспомним. Игорь Александрович, хочу с вами поговорить о Грузии и Саломе Зурабашвили. Зачем она собирала всех, чтобы там говорить с протестующими. Но еще хотел спросить вас о внутренних процессах в России, об экономике. Многие говорят, что 2025 год станет таким серьезным испытанием для экономики России. Сейчас уже известно, что просроченная задолженность россиян по ипотеке выросла в 1,5 раза, а выдачи рухнули на четверть. И много таких есть вещей в экономике. Даже говорят о том, что, может быть, будут замораживать вклады россиян, потому что нужны деньги. Издание «Экономист» говорит, что сейчас экономика якобы Украины выглядит лучше, чем российская. Если прислушиваться к тому, что говорит глава разведки нашей Буданов, он говорит, что в 2025 году Россия дальше продолжит воевать с той самой интенсивностью, но нужно будет принимать какие-то серьезные системные решения. И он говорит о том, что может быть еще больше переключать экономику на военно-промышленный комплекс. Насколько можно еще больше переключать, у меня вопрос. И реально ли то, что что-то ключевое может, по вашему мнению, случиться в России в 2025 году? Вы знаете, что-то ключевое – это из области черных лебедей, которые по определению прогнозировать невозможно. Что же касается какого-то радикального обрушения экономики, я не думаю, что это произойдет. И вообще сравнивать экономику Украины и экономику России довольно некорректно, потому что все-таки экономика Украины в значительной степени держится благодаря помощи партнеров. Поэтому тут как-то сравнивать сложно. Если брать уровень жизни в Украине и в России, то тоже довольно сложно сравнивать, потому что все-таки на территории невозможно вычленить уровень жизни в Украине и качество жизни в Украине без учета того, что на территории Украины идет война. Война, безусловно, уже начинает приходить на территорию России, но в значительно меньшей степени. Все-таки Москву не бомбят постоянно, как это происходит в Киеве. Разрушения, которые имеет
инфраструктура России, они неизмеримо, просто ни в какое сравнение не идут с теми разрушениями, которые имеет Украина. Поэтому тут всякое сравнение, оно очень-очень условно. Вот, поэтому, и вы знаете, вот точно так же, как я с пониманием отношусь к людям, которые говорят, что и верят тому же самому Гордону, что вот война должна была остановиться 31 или там 30 декабря. Точно так же я с пониманием отношусь к людям, которые считают, что вот в экономике России случится какой-то коллапс, и там она взорвется, остановится или там внезапно упадет. Я понимаю людей, которые надеются, но это надежда на чудо. Я думаю, что ничего этого не произойдет. Да, россияне станут жить, вы совершенно правильно вспомнили этот бородатый анекдот про алкоголика и его сына. Россияне станут жить хуже. Не все, правда. Есть бенефициары войны, которые, может быть, даже лучше станут жить. Но в целом это будет означать просто, еще на одну дырочку будут затянуты пояса. Другого ничего не произойдет. Я не вижу, вот, по крайней мере, на сегодняшний момент, я не вижу какой-то катастрофы в российской экономике. Путин по-прежнему будет обладать ресурсами для войны. И человеческими, и финансовыми, и так сказать, с точки зрения военно-промышленного комплекса. Военно-промышленный комплекс России продолжает, так сказать, производить оружие. Путин продолжает получать оружие от Северной Кореи. Так что, к сожалению, здесь вот надежда на то, что произойдет какая-то катастрофа, мне кажется, они беспочвенны. Игорь Александрович, буду осторожен, потому что немножко мой следующий вопрос будет напоминать вопрос о Гордоне Дмитрия. На прошлой неделе я разговаривал с журналистом-расследователем Христо Грозевым, и он сказал следующее, что якобы у него есть источники, что могут разыграть такую вот карту, что в Москве рассматривают как вариант того, что признать нейтралитет, Украины. А с другой стороны, Соединенные Штаты Америки убирают свои войска с Восточной Европы. И якобы вот разыгрывается такая карта, что Москва говорит, что мы не против, чтобы куда-то Украина и шла. Потом я себе уже сам думаю, а вот Украина и приглашения не имеет. С 2008 года она хочет приглашения и никак его не может получить, даже после полномасштабного вторжения. В свою очередь, Соединенные Штаты Америки убирают с Чехии, Польши и других стран Восточной Европы свои войска, и в долгой перспективе Россия имеет хороший плацдарм для того, чтобы начинать какие-то более гибридные вещи и уже не затрагивая военных Соединенных Штатов Америки. Насколько это вам кажется тоже такой сказкой под Новый год, или здесь что-то все-таки есть? Я бы начал все-таки с того, что Христо Грозев и Дмитрий Гордон – это очень разные люди с точки зрения репутации. То есть репутация Христо Грозева – это все-таки не репутация сказочника, это репутация серьезного человека, который присматривает за этой своей репутацией и старается сделать так, чтобы она не упала. Поэтому вероятность того, что Христо Грозев тоже начинает рассказывать какие-то рождественские сказки или там наоборот страшилки, судя по содержанию, это маловероятно. Нет, я думаю, что он действительно что-то где-то знает. Вопрос, что и где, потому что существует достаточно, если речь идет о американских источниках, или там европейских источников, то их очень много. И вполне возможно, что такого рода разговоры действительно ведутся. Являются ли эти разговоры мейнстримными, то есть являются ли эти разговоры просто разговорами людей, которые обладают всей полнотой власти. Вот здесь у меня есть серьезные сомнения. И я не думаю, что это произойдет. Вот то, о чем вы говорите, это уход американских войск из Европы. Я очень сомневаюсь, что это произойдет. Тем более, так сказать, вот с такими последствиями. Все-таки я думаю, что это
это какая-то одна из версий событий, причем маловероятная. Понимаете, просто взять просто так и сдать Украину, сдать Европу, ну, это даже для Трампа, что называется, too much. Так что я думаю, что и вот этот черный лебедь, скорее всего, не опустится на европейскую землю. И, Игорь Александрович, конечно же, о Грузии хотел бы с вами поговорить. Вот Саломе Зурабашвили, она сказала, что всех собирает у своего дворца на утро, ну, несколько дней назад, прошлой неделе. Она всех собрала и сказала, что она уходит с должности президента. Со всем уважением, вам не кажется, что вот как-то протестующих в Тбилиси, в Грузии просто взяли и бросили? Ну, да, действительно, такая трактовка события возможна, и она оправдана. Да, действительно, все ожидали, что это было 29 декабря, когда произошла инаугурация этого псевдопрезидента, назначенного грузинской мечтой. Ну, и многие рассчитывали, что Зурабишвили, что называется, даст бой. Вот, не уйдет из президентского дворца и, так сказать, тем самым, ну, фактически заставит грузинскую мечту посадить себя в тюрьму. Зурабишвили выбрала другой вариант. Вот я совершенно категорически не хочу говорить о том, что правильно она это сделала или неправильно. Может быть, надо было действительно пойти на какое-то вот обострение. Но в этом случае, ну, давайте просто попробуем прогнозировать, ну, в режиме альтернативной истории представить себе, что было бы, если бы Зурабишвили отказалась уходить из президентского дворца и призвала бы своих сторонников ее защищать. Все-таки вероятность того, что силовые структуры, которые полностью подчинены грузинской мечте, они оказались бы верны ей. И вероятность того, что Зурабишвили все-таки вытащили бы из этого самого президентского дворца и отправили неподалеку к Михаилу Саакашвили. То есть в грузинских тюрьмах оказалось бы сразу два президента – Саакашвили и Зурабишвили. Насколько этот сценарий был бы выгоден? То есть это сценарий резкого обострения, при котором ключевой вопрос – это насколько силовые структуры сохранят верность, имеется в виду прежде всего полицию, сохранят верность грузинской мечте. Я думаю, что вот такой сценарий, что все-таки смогли бы, грузинская мечта, опираясь на полицию, смогла бы не просто вытащить Зурабишвили из этого дворца, но и посадить ее в тюрьму. Ну, вот такой сценарий возможен. Насколько он, так сказать, создает перспективы для победы, так сказать, евроориентированных сил Грузии над грузинской мечтой, ну, это большой вопрос. Вы знаете, какая-то, может быть, несколько натянутая, но аналогия с возвращением Навального в Россию. Я понимаю, что Грузия – это не Россия, и грузинское общество в значительно неизмеримо большей степени готово к сопротивлению, чем российское. Но, тем не менее, вот такое добровольное сование головы в лапы, значит, диктаторам – это, ну, такая своеобразная, что называется, лотерея. Ну, вот в случае Навального это стоило ему жизни. Я не уверен, что Зурабишвили способна тоже на такие поступки и способна в известной степени поставить все на кон. Это человек гораздо более осторожный. Это человек все-таки такого очень современно европейского склада, не склонная к риску. И я думаю, что она сохранила все-таки возможности привлекать на свою сторону европейское, международное общественное мнение. И сейчас уже нарастают санкции против
представителей грузинской мечты. То есть она, Зурабишвили, решила бороться прежде всего с использованием европейского и американского потенциала санкций. Тут может быть своя перспектива. Да, воспринято это было как некое предательство, но это опять-таки восприятие. Я не склонен вот тут к такого рода резким однозначным оценкам. Посмотрим, насколько тактика Зурабишвили окажется перспективной. Там ничего не кончилось. Понимаете, когда мы говорим в терминах предательства, то согласитесь, уважаемый тезка, согласитесь, что в этом случае мы имеем в виду, что мы ставим диагноз ситуации в Грузии, что оппозиция грузинской мечте потерпела поражение. Но это же не так. Там все продолжается. Так что посмотрим. Я думаю, что ничего не кончилось, и в какой-то перспективе вполне возможно, что по совокупности санкций, так сказать, сама экономическая ситуация, она сложится крайне критически для грузинской мечты, и она просто может потерять управление страной. Так что давайте попробуем все-таки подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Вот, Игорь Александрович, вы говорите, что Зурабишвили решила взять на вооружение другую стратегию, но вот по моему скромному мнению, вот то, что начали грузины, да, и с непреодолимым желанием, да, чтобы победили вот протестующие, чтобы они сбросили вот пророссийскую грузинскую мечту, так сказать. Но вот введение санкций, оно закрывает Европу от цивилизованного мира и все больше открывает ее для России. И с другой стороны... Извините, да, Грузию. И плюс, извините, пожалуйста, и плюс... В моем понимании, если ты начинаешь вот протесты, революция, это что-то такое острое, да? Это то, что нужно каждый день подогревать и делать. А вот в том случае, когда ты начинаешь искать компромиссы, идти путем меньшего сопротивления, это то, что нужно системе. И система тогда перемалывает все больше и больше. Ну и, соответственно, на слуху уже в других странах, там в том числе и в Украине, сейчас уже меньше говорить о том, что происходит в Грузии. Еще раз, понимаете, весь вопрос в соотношении сил. Насколько все-таки потенциал протеста для грузинского общества был таков, что в случае, если бы Зурабишвили, что называется, поставила вопрос ребром, то в конечном итоге она бы выиграла. Идти на обострение можно и нужно только в том случае, когда ты чувствуешь за собой силу. Видимо, все-таки Зурабишвили не чувствовала такой поддержки протестующих, которая могла бы переломить ситуацию. Так что я не склонен рассуждать именно с точки зрения осуждения Зурабишвили. Посмотрим. Да, безусловно, вы правы. Сейчас и настроение, так сказать, и Грузия может через какое-то время уйти с первых страниц европейских газет. Но в конечном итоге, если бы, например, Зурабишвили все поставила на кон и оказалась бы в тюрьме, не факт, что через некоторое время об этом тоже стали бы забывать. Так как сейчас забывают о том, что в тюрьме уже сколько времени томится Саакашвили. Человек, который в истории Грузии, не только Грузии, сыграл гораздо большую роль, чем та же самая Зурабишвили. Так что, тут вопрос, понимаете, и тем более, что все-таки история не знает сослагательных наклонений. События развернулись именно таким образом. Поэтому я думаю, что у меня нет однозначного осуждения позиции Зурабишвили. Тем более, что этот человек, в общем-то, достаточно осторожный и требовать от, прямо скажем,
немолодой женщины самопожертвования, готовности идти в тюрьму, ну, мне кажется, не очень правильно. Игорь Александрович, большое вам спасибо за этот разговор. Я ни в коем случае не осуждал и не имею права осуждать, тем более, да. Я просто пытался понять, что лучше для грузин, чтобы правильно нас поняли, меня поняли. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо, что вы нашли 1 января возможность проговорить про реально важные процессы, которые продолжают, к сожалению, в том числе идти и в войне России против Украины. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Поздравляю всех зрителей 24 канала с Новым годом. Слава Украине. Я не сомневаюсь, что Украина точно победит. Героям слава. И напомню нашим зрителям, здесь активная ссылка на YouTube-канал Игоря Александровича. Пожалуйста, подписывайтесь, там всегда оперативна і актуальна інформація. Мене ж звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.